Россия готова к переговорам, подозреваемый в убийстве Фарион дает показания и о чем договариваются Путин и Лукашенко. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Захват плацдарма завершен. Западные аналитики заявляют о захвате российскими оккупантами важных населенных пунктов Донецкой области. Что происходит на линии фронта? Украинская оборона испытывает на ряде участков, о которых я говорил, серьезные трудности, и пока с ними справиться не удается. Каким будет справедливый мир? Китай поддерживает целостность Украины, а в Москве заявляют о готовности говорить с украинской стороной. Россия в целом открыта для переговорного процесса. Варшава не против украинских ударов по российским аэродромам и самолетам. Когда решение может быть принято? Вода камень точит. Я напомню, у нас было много подобных дискуссий. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Значительное преимущество российской армии в живой силе дает возможность войскам оккупантов продвигаться вперед. Об этом сообщает мониторинговый канал Deep State. Аналитики, в частности, пишут о ситуации вокруг Очеретина, где, по их данным, россияне по 40-60 человек продвигаются к передней линии и занимают ее. А у ВСУ тем временем не хватает боекомплекта для уничтожения оккупантов. Очень хотелось бы свозить туда западных партнеров, чтобы они увидели серьезность ситуации и поняли, насколько важно предоставление большего количества ресурсов для нанесения поражения врагу, а также украинцев, которые в Facebook высмеивали предложение собирать FPV-дроны на кухне. Эти дроны также являются огромной помощью для наших бойцов. Тем временем эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёбке пишет, что российские войска завершили захват плацдарма вокруг Очеретина. Он также сообщает, что оккупантам удалось захватить село Новоселовка-1. И, по мнению Рёбке, это заставит украинские войска отходить еще дальше. Детальнее о ситуации на линии фронта мы поговорили с военным обозревателем Давидом Шарпом. На мой взгляд, большая такая вот глобальная цель, глобальные цели бывают большими, чем то, что я сейчас озвучу, но тем не менее, российского командования это выйти широким фронтом, то есть не просто выйти на дорогу Константиновка-Покровск, но вообще выйти широким фронтом, то есть и к самой Константиновке, и к самому Покровску. И вот эти действия в районе Часового Яра, Торецка, и вот, собственно, на этом выступе Очеретина и далее южнее, они в какой-то мере взаимосвязаны, потому что и при продвижении на том или ином участке это создает проблемы украинской обороны и создает, вероятно, иногда возможности атаковать на каком-нибудь относительно соседнем участке. То есть все здесь уже можно говорить не о отдельных каких-то направлениях, а о широком участке фронта, где его составляющие влияют друг на друга. Конфигурация неудобная, продвижение российских войск то там, то сям продолжается. Угроза существует, и хотя обрушения фронта украинского сейчас нет, очевидно, что украинская оборона испытывает на ряде участков, о которых я говорил, серьезные трудности, и пока с ними справиться не удается. На фоне такой ситуации на линии фронта продолжают звучать заявления о переговорах между Украиной и РФ. На этот раз о возможном мире высказался президент Чехии Петр Павел. Он считает, что для будущих переговоров необходимо обязательно учитывать позицию РФ и Китая. Но эти разговоры не имеют смысла, если Россия будет выдвигать условия капитуляции Украине, считает Павел. Президент Чехии также ожидает, что в конце этого года и в начале 2025 должны произойти определенные сдвиги в российско-украинской войне. Эти события станут возможны из-за выборов в ряде стран, в том числе США. К тому же сыграет фактор усталости от войны как в России, так и в Украине, цитирует президента СМИ Чехии. Напомню, что в Китае с визитом побывал глава украинского МИДа Кулеба, который заявил, что КНР подтвердил свое уважение к принципу суверенитета и целостности Украины, и глава МИД КНР Ван И согласен с тем, что сейчас нужна не иллюзия мира или же временные решения, а справедливый и устойчивый мир. В России поспешили заявить, что Россия готова к переговорам. Россия в целом открыта для переговорного процесса. Сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов.
Потому что пока вы видите, очень разные заявления звучат, и пока не совсем понятно. Кроме того, там помимо общей проблемы с легитимностью Зеленского, там есть еще проблема с фактически законодательным запретом на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной. Путин и Лукашенко решили замаливать грехи и говорить о войне в Украине. Для этого встретились не в Кремле, а для начала в церкви Смоленской иконы Божьей Матери на Валааме. Напомню, что 13 июля Лукашенко анонсировал эту встречу с Путиным. Тогда он заявил, что Беларусь отводит свои войска от южных границ, якобы потому, что Украина отвела свои войска от границ с Беларусью. Кроме того, самопровозглашенный говорил, что и ситуация в Беларуси, и возможные переговоры с Украиной будут темой для его встречи с московским военным преступником. Украина, вероятно, рано или поздно начнет наносить удары по российским самолетам и аэродромам на территории РФ и будет делать это дальнобойным западным оружием. Об этом говорит глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он уточняет, что подобные дискуссии ведутся уже давно. Кроме того, Сикорский ответил на вопрос, боятся ли сейчас в НАТО возможного конфликта с РФ. Кропля дрąży скałę. Прошу пам'ятать, таких дискуссий. Вода камень точит. Я напомню, у нас было много подобных дискуссий. Про леопарды мы говорили о другой западной технике, об F-16. И сегодня мы обсуждаем, а можно ли Украине заранее сбивать российские крылатые ракеты, летящие в сторону детских больниц. На мой взгляд, они должны иметь такую возможность. Кроме того, должна быть возможность уничтожать самолеты и атаковать аэродромы, с которых эти самолеты взлетают. Многие страны мобилизовались, и Украина получила и получит зенитные системы. Это одна из самых насущных потребностей. Я не вижу, чтобы Путин себя сдерживал, пока он не применил только ядерное оружие. В остальном, я думаю, он использовал уже все, что у него есть, в том числе гигантские бомбы, которые разрушают населенные пункты. Все преступления, на которые он способен, уже совершаются на поле боя. В Украине заявляют, что задержали подозреваемого в убийстве экс-народного депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Первым об этом сообщил Зеленский, а уже детали рассказали в МВД страны. Там уверяют, что доказательств уже собрано достаточно, чтобы считать причастным к выстрелу в Фарион 18-летнего парня из города Днепр. В полиции уверяют, что выследили его благодаря смарт-камерам, провели 139 часов непрерывной работы, обыскали 100 гектаров леса и в итоге вышли на след юноши аж в Днепре. В полиции немногословные заявили, что подозреваемый начал подготовку к убийству еще в мае, приезжал во Львов, арендовал как минимум 3 квартиры, менял свою походку, одежду и маршруты. Также в полиции считают, что стрелок лишь исполнитель, а знакомые подозреваемого отзываются о нем лишь позитивно. Ми розглядаємо ті версії, які ми озвучували. Це і можливий російський слід, це і громадська діяльність, і неприязнь, особиста до неї неприязнь. Тому ці версії всі залишаються. Звичайно, що вони можуть бути десь поруч, доповнені ще й 4-ю якоюсь версією, але це вже покаже слідство. Он хочет аналог НАТО на Ближнем Востоке и больше оружия. Израильский премьер-министр Нетаньяху в эти дни с визитом в США. Он уже выступил перед Конгрессом США. В это время чучело Нетаньяху сожгли пропалестинские митингующие. А сам Нетаньяху, по сообщениям западных СМИ, проводит встречи с Байденом, Камалой Харрис и даже Трампом. Накануне премьер-министр заявил, что Иран – одна из основных угроз безопасности на Ближнем Востоке и в мире. Помимо этого, считает, что война в секторе Газа закончится, если Хамас сдастся и освободит заложников. Я глубоко ценю поддержку Америки, в том числе в нынешней войне, но сейчас исключительный момент. Оперативное предоставление военной помощи США может значительно ускорить прекращение войны в Газе и помочь предотвратить более масштабную войну на Ближнем Востоке. Во время Второй мировой войны, когда Британия сражалась на передовой цивилизации, Уинстон Черчилль обратился к американцам со знаменитыми словами: «Дайте нам инструменты, и мы закончим работу». Сегодня, когда Израиль сражается на передовой цивилизации, я тоже обращаюсь к Америке. Давайте нам инструменты быстрее, и мы быстрее закончим работу.
Детальнее о том, чего не хватает сейчас Израилю, и о заявлениях Нетаньяху в Соединенных Штатах мы также поговорили с военным обозревателем из Израиля. Во многих случаях не хватает и политических решений, или правильных. Да? Это, правда, политические решения, я имею в виду, собственно, израильских. Политические решения некоторые не принимаются, например, из-за очень сильного давления, в том числе американского, и тогда вопрос может стоять так. А надо было ли этим давлением пренебречь или не, и действовать вопреки давлению, либо нет. Есть и чисто технические моменты, когда, например, из-за того, что готовились многие годы к войне не лучшим образом, в том числе это повлияло на развитие собственной военной промышленности, которая не способна в нужных количествах поставлять те или иные виды вооружения, боеприпасы. Запасы не были созданы в должных количествах. Соответственно, зависимость от американцев и других, в первую очередь от американцев, выше. И сегодня иногда может тех или иных боеприпасов не хватать или не доставать для проведения более активных боевых действий. И конкретно в случае США есть американцы активно и подспудно, так, делая вид, что ничего не происходит, придерживают те или иные поставки, которые для Израиля важны. В частности, авиабомб разных калибров. И для Израиля авиабомбы — это в заметной степени основа основ. В той мере, в похожей мере, как, скажем, для Украины артиллерийские снаряды. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите и можете присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.